Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, а это вырезка со стрима. Зачарованная чаща. Обзор. Узнайте об огоньках и большинстве новых особенностях, появившихся в зачарованной чаще. Прокладывайте свой путь через зачарованную чащу, набор, наполненный жизнью от призываемых обитателей леса до разнообразных и полезных огоньков. Здесь мы рассмотрим основные вертикальные особенности из набора и расскажем, как работают огоньки. Благодаря нашему обзору вы будете готовы отправиться в зачарованную чащу еще до того, как набор появится в игре вместе с обновлением 18.1 уже 26 августа. Не понял. Типа это не завтра обновление будет, а 26 августа, окей. А я-то парился за то, что у меня времени мало осталось взять алмаз. Так, извиняюсь. Так красиво начал читать, что решили мне прервать. Огоньки. Это обновленная версия механики зачарованной 12-го набора «Волшебный переполох». С рядом улучшений для удобства и совершенно новым, очаровательным и, если позволите, завораживающим дизайном. Не знаете, какой эффект они оказывают? Тогда напомним. Огоньки появляются в вашем магазине как временные одноразовые источники силы в бою, предоставляя ресурсы, такие как опыт и золото. А иногда они даже позволяют заключить рискованные сделки с хитрыми обитателями леса. То есть это, по сути, те же самые боги, только со своими прикольчиками. Интересно. За раунд можно купить один огонек, и они появляются в каждом втором магазине. Огоньки всегда отображаются в крайнем правой ячейке, обычно они действуют не дольше одного раунда. По мере хода матча огоньки становятся сильнее, а более сильные огоньки стоят дороже. А ну-ка. Ну-ка. Угу. То есть 2 ролла делаешь. Но это будет жестко. Интересно. Наш переход от зачарований к огонькам знаменует собой несколько улучшений игрового процесса, которые должны вам понравиться, если вы уже использовали зачарование. Огоньки делятся на 7 категорий: чемпион, бой, прочее, магазин, золото, опыт, риск, предмет. У этих категорий есть отдельные цвета и значки, чтобы процесс обновления магазина и разведки, значок появится рядом с полосой здоровья, тактика игрока после получения покупки, был более удобным. Огоньки можно приобрести только во время фазы планирования. После фазы планирования огонек исчезнет, открывая бойца, который прятался за ним. Теперь это должно ощущаться гораздо приятнее, ведь вы все равно увидите еще одного бойца в этом слоте магазина, независимо от того, купите ли вы огонек. Кто знает, возможно, именно этого бойца 5-го ранга вам так и не хватило на 7-м уровне. Огоньки появляются в каждом втором магазине. После 5-й стадии каждый второй огонек обязательно будет из категории «бой». Это была серьезная проблема в наборе 12, когда попытки получить боевое зачарование на поздних этапах игры казались слишком непредсказуемыми. Теперь стало проще найти ту самую покупку, которая принесет победу в битве огоньков, но экономика в поздней игре по-прежнему будет важна для тех, кто хочет выбирать более тщательно. Хорошо, а теперь, прежде чем перейти к некоторым особенностям, давайте полюбуемся тем, какие огоньки милые. Ну, в принципе, топчик. Спасибо. Рыбка. 5 огоньков. Цветок 3, 5, 7, 9, 11. Карма, Йорик, Юнара, Мастер Yi, Ари, Сет, Эш, Люкс. Вот этих ребят я помню. Поразите противников своим бурным ростом с цветком. Это одна из важных вертикальных особенностей для тех, кому нравятся огоньки. Если вы не понимаете, о чем речь, прокрутите вверх. Чемпионы цветка получают силу атаки, силу умений, максимальное здоровье, но главное здесь их взаимодействие с огоньками. После боя ваши огоньки получают усиление. Огоньки улучшаются, огоньки есть в каждом магазине. Вы получаете золото после покупки огонька. Вы можете купить 2 огонька за раунд. Огоньки переполняются мощью. Это чем-то мне напоминает, в каком-то сезоне были йордлы. И вот у йордлов, ну, не так прям одинаково было, но что-то подобное. В целом можно сказать, что это звериный отряд, только немножко иначе. Ну, интересно. А ну-ка.
Деревья против Блуссум. Качество сначала было хреновое, потом автоматически стало хорошим. Ага, то есть деревья проигрывают Блуссум, да? Ну, все понятно. Ну, все понятно. Блуссум имба. Будучи вертикальной особенностью, направленное усиление огоньков цветок служит для движущей силы для нашей механики, так и надежным боевым усилением. Как и все приведенные здесь значения, эти показатели могут измениться, особенно когда мы перейдем на ПБЕ, где будем активно их настраивать ради баланса. Цветок 7 – отличная версия этой особенности для середины игры. Вы можете улучшить свою основную композицию, но если не удается собрать призматические варианты особенности, стоит добавить более сильных бойцов. Эта особенность также возвращает нашу мощную заклинательницу Ари в ряды чемпионов 4 ранга. Ее духовная бомба поражает врагов в радиусе 4 ячеек, нанося огромный урон, если вы сможете накопить достаточно маны. Зачарованные чаще немного больше чемпионов 4 ранга, чем обычно, поэтому цветок предлагает еще одного, и это мой личный фаворит — Сет. Умение Сета позволяет ему быстро исцеляться перед нанесением физического урона. Урон также зависит от его максимального запаса здоровья. Но если это здоровье опустится ниже 40% максимального запаса, он мгновенно получит 100 маны. И это происходит только один раз за бой. Вы обязательно увидите его на моей доске в каждом бою. А теперь перейдем от одного зверя к целой особенности, где таких полно. Звери ущелья 3, 5, 7, 10. Уголек, камушек. Ну, короче, понятно. Тут перечисляются чисто типочки. Ну, визуал они как бы жестко поменяли. Надо будет привыкать к этому визуалу. Но, по сути, названия остались те же. Комбинации поменялись. Ну и тоже комбинации похожи друг на друга все равно. Оп, дракончик появился. Ну, дракончик это типа что-то Димасии. В Димасии был такой герой, когда он со скамейки прыгал в середину боя. Только я не понимаю, он типа танк? Чё он такой жесткий? Погибать от ПВЕ теперь можно не только в ПВЕ раундах со зверьми. Ущелья. Новый набор переносит лес ущелья призывателей на поле вокруг конвергенции. Здесь вы можете использовать метку Альфы, чтобы дать усиление зверю ущелья из вашей команды. Звери ущелья — это очень крупная фракция, которую можно использовать по-разному, в зависимости от того, на кого вы накладываете метку Альфа и насколько глубоко прорабатываете особенность. 3. Используйте метку Альфа, чтобы дать зверю ущелья уникальное усиление. 5. Раз в несколько боев ваш следующий магазин заполняет звери ущелья. 7. В начале боя и раз в 5 секунд звери ущелья растут, улучшая свои показатели. 10. Максимальный размер команды растет на 1. Усиление зверей ущелья с помощью метки Альфа обычно превращает их в суперкерри, а применение метки к танку дает общее командное усиление. Среди примеров: раскалывание брони при атаке, отмеченной Альфа Мамаши. Извини. Я что-то порвало немного. Среди примеров: раскалывание брони при атаке, отмеченной Альфой, Мамаши Остроклювой или вообще командное усиление. Я не знаю, почему, но меня это порвало. Ой. Дурак. Или общекомандное исцеление при низком здоровье с помощью пугливого краба. Конечно. Вы можете использовать метку Альфа на бойце 5 ранга этой особенности, старшем драконе. О, знакомый тип. Когда-то его видел. Ничего не понятно пока что, но очень интересно. Но то, что дракон изрыгает пламя, и один раз он взлетает на поле боя, и это танк, это уже как бы понятно.
Для тех из вас, кто помнит драконья земля на Бурсе, не станет сюрпризом, что старший дракон занимает 2 ячейки и дает 2 очка к своей фракции, зверям ущелья. Эти 2 ячейки позволяют нам вкачать мощь старшего дракона, воина-танка с разрушительными атаками по площади, мощным оглушением по всему полю боя и стабильным уроне после применения умения. Отметьте его меткой альфа, и вы получите усиление старшего дракона из ущелья призывателей. Для тех из вас, кто не знаком с ущельем, это казнь врагов с низким здоровьем. Это все ночи крипы на героя. Ну, у меня тоже так иногда складывается такое впечатление. Ковен 3, 4, 5, 7. Камила, Кейтлин, Элиза, Кассиопея, Моргана Люкс. Ковен — это особенность, позволяющая получить ценную награду при высоком риске. Вы накапливаете эссенцию за убийство чемпионов и проигранные бои. То есть, по сути, звериный отряд, походу, да? Это похоже на экономические особенности прошлого, такие как сердце стали. Но главное отличие в том, что вы не будете так сильно наказываться за прерванные серии поражений. Вам все равно стоит поддерживать серию поражений ради экономического бонуса. Ну, то есть, короче, звериный отряд. Только чуть-чуть лучше, походу. Собирайте эссенцию, убивая чемпионов, а также получайте больше за проигрыш в бою с игроком. На каждой границе уровня эссенции выбирайте обменять эссенцию на награды или продолжить собирать эссенцию. То есть звериный отряд. Для получения той или иной награды требуется все большее количество эссенций, и каждый из них дает вам все более ценные преимущества. Чем сильнее ваша верность Ковену, тем больше эссенций вы соберете. И если вы полностью растворитесь в Ковене, эта особенность будет постоянно награждать вас добычей в каждом бою. Ну, интересно звучит. Духи леса. А духи леса я когда-то такое слышал. Шая, Орн, Алистер, Либлан, Гекарим, Эзраэль, Гнар, Люкс. Я, по-моему, это слышал. Дух леса — это призванная особенность с головоломкой на расстановку. Проходя ключевые рубежи, вы будете получать размещаемые растениями особенности духи леса, каждый из которых играет свою роль в экосистеме или в композиции команды. Давайте посмотрим, что вы можете разместить в своем поле. Каменное древо — листок жизни, второе каменное древо — защитник чащи, растения становятся двухзвездочными, растения становятся трехзвездочными. Интересно. Максимальное здоровье растений растет, и они получают силу умения за каждый звездочный уровень духов леса. Мы ожидаем, что духи леса станут отличной особенностью, которой вы сможете воспользоваться сразу же, но уровень выражения мастерства здесь будет значительно выше, чем у наших классических вертикальных призванных особенностей, как из-за количества призываемых существ, требующего особого позиционирования, так и из-за структуры особенностей, которая подразумевает множество вариаций и классов. Ожидайте увидеть варианты обновления магазинов с Алистаром, дебоширом-танком или Блан, которая с каждым участием в убийстве все чаще создает копии союзников на вашем поле. Или выберите дополнение Инферно, добавив палачей, чтобы усилить Израиля. Или моя любимая стратегия — быстрая композиция с 8 или 9 уровнем с использованием ловкача для создания супергнара. Ловкач. Интересно, кто это? Ну, вот, короче, вот это Орн. Вот это Гнар. Вот это Гнар. Сова, типа. Это Израиль. Это Леблан. Это Шая. Это Люкс из Димасия. Это хрен пойми, кто ты. И ты хрен пойми, кто ты. Угу. Знову буду привикати до героїв. Та є такое. Лавкачі. Кобуку, Вейгр, Тіма, Трістана, Рамос, Гнар. Ёжик. Ёжик. Ух ты. Чел, который прыгает в задние ряды? Интересно. Вот этот тип, который прыгает в задние ряды, это очень интересно. С помощью этой особенности вы можете посадить Йордла или Рамуса на большого пушистого друга, чтобы получить... Чтобы получить огромное количество здоровья и скорости атаки, обратите внимание, что любой чемпион может примерить образ Йордла или Рамуса с помощью эмблемы ловкача или шипов и запрыгнуть на большого пушистого друга. Ребят, что со мной не так?
чтобы получить его показатели. Особые ценители могут создать забавную комбинацию. Казикс и Виллумп. Старший дракон верхом на БПД. Все в ваших руках. Кто такой БПД? Божественный друг. Наездник получает здоровье и скорость атаки. А часть бонуса ПБД применяется к вашим бойцам. А большая часть бонуса ПБД применяется к вашим чемпионам-ловкачам. Один из самых интересных юрлов здесь Тима, чье умение «Грибы среди нас» дает шанс найти особые грибы. Которая предоставляет обновление магазина, здоровье тактика, или опыта. Вот это удачная находка. Не, но вот это вот сильно. Я думаю, это одна будет прямо из самых популярных сборок, потому что то же самое здоровье тактика ты хрен восстановишь адекватно. Терновый шип 246. Рексай, Вейгер, Варвик, Азер, Мальфит. В этом лесу таится еще кое-что зловещее, и это не Ковен. Бойцы тернового шипа жертвуют союзников в начале боя, чтобы дать определенные боевые характеристики всем бойцам тернового шипа. Эти параметры зависят от боевой роли, стоимости звездного уровня жертвы. При терновом шипе механика жертвы меняется. Теперь боец в этой клетке получает бонус к показателям. Союзник в ячейке тернового шипа приносится в жертву в начале боя, даруя вашей команде 225 здоровья. Чемпиону тернового шипа получают бонусные показатели в зависимости от роли, звездного уровня или стоимости жертвы. 4. Бонус усилен на 25%. Союзники получают 350 здоровья. 6. Жертва не погибает. Вместо этого она получает силу атаки, силу умений, скорость атаки, броню, сопротивления магии, здоровье и всестороннее вытягивание жизни. Союзники получают 350 здоровья. Но это что-то как-то... Вроде... это на самом деле все интересно. То, что они все делают, это очень интересно. Мне на самом деле это нравится, то, что они тут меняют. Ну, интересно, типа... Прикольная механика. А будут ли предметы влиять на эти статы? Очень интересно. Понял. Будут катки под грибами на большом пушистом друе. Ну вот зачем ты это? Я только успокоился. Меня опять сейчас порвет. О, ты уже новые патчи изучаешь. Красава. Мне кажется, или визуалка другая уже. Это же не на Unreal. Не на Unreal. Но мне кажется, это тоже еще не на Unreal. Там они... Я ж... Кипеляс, ты, по-моему, пропустил или нет? Но я сейчас тебе повторю. То, что Unreal Engine, по-моему... Сейчас тебе скажу. Все даты. Смотри. 12 августа 26 года с выходом 18 набора TFT перейдет на движок Unreal Engine. 9 октября игра выйдет отдельным клиентом. С 18 набором. Жертвы на ранних этапах игры могут иметь серьезные последствия, поэтому фиксированный бонус здоровья для тернового шипа особенно высок. Так что не бойтесь пожертвовать одним бойцом, особенно если эта жертва принесет пользу бойцам тернового шипа, которых вы используете. Здесь стоит отметить одного бойца, Азира, чемпиона 3-го ранга с 3 особенностями: терновый шип, палач и призыватель, что дает ему очень высокий потенциал в качестве керри с упором на обновление магазина. Призыватель может своим солдатам наносить больше урона. Палач добавит тот же самый шанс критического удара благодаря точности, а терновый шип, вы уже знаете, что он делает. Рейкан, Фея, 2-4. Рейкан, Шая, Тристана, Лилия, Люкс. Добавим немного света в наш список. Фея, накапливающая особенность, которая позволяет нам усиливаться к поздним стадиям игры. Нанося урон, леча и давая щиты, ваши бойцы привлекают феечек. За каждую феечку чемпиона феи получают силу атаки, силу умения, также восстанавливают здоровье, если оно падает ниже половины максимального значения. Количество получаемых очков здоровья зависит от количества феечек.
5% силы атаки, силы умений и 2% лечения. 8% силы атаки, силы умений и 3,5% лечения. После 7 феечек бойцы начинают привлекать золотых феечек, дающих золото. Блин, это все очень интересно на самом деле. О, олень. Ну, Шая тут как бы видно, кто это, да? Пауки какие-то. Блин, ну это все очень интересно на самом деле. Особенность феи особенно увлекательна, если вы рано получаете уровень 4. Однако, если в поздней игре вам понадобится люкс-фея, подробнее об этом позже, то добавим Лилию, мощного ботаника с контролем, и еще одну фею, вы быстро добьетесь нужного результата. Охренеть. Я это только половину прочитал. Инферно 2, 3, 5, 7. Акали, Варус, Шен, Амуму, Кеннен, Люкс. Этого я знаю, Амуму не знаю. Нужны эффект поджога и раны, но у вас нет накидки солнечного пламени или Морила Намикона? Тогда выставьте на поле бойцов Инферно. Но когда вы найдете им место, продолжайте искать накидку солнечного пламени или другой источник урона от горения, потому что он будет суммироваться с эффектом Инферно. Чего? То есть ты, по сути, можешь 2 поджога засунуть? А не сильно ли это больно? 1 поджог до хрена дает, а 2 поджога это вдвойне до хрена. Более поздние уровни этой особенности позволяют раньше получать доступ к дорогим и мощным бойцам, поджигая ячейку магазина для получения чемпиона на 1 ранг выше. И финальный уровень дает один из самых высоких показателей урона от горения в истории ТФТ. Это мощнее, чем лучезарная накидка солнечного пламени. Да, ну, естественно, тебе 2 раза жопу подожгли. Это мощнее, чем 1 раз тебе жопу поджигают. Да. Ты прям прочитал мои мысли. Двойной поджог сраки. Естественно, 1 булочку поджигают у тебя, тут 2 булочки тебе поджигают. Не, ну это слишком сильно. Ну, типа, игра, ну, как я понимаю, то это будет, походу, сезон через поджог. Потому что поджог это и так сильно. Она и так до хрена урона наносит. Хотя там значение минимальное. Инферно наносит раны и урон от горения. Поджог. Раз в секунду наносит цели чистый урон, зависящий от ее максимального здоровья. Ранение ослабляет лечение, получаемое целью. 2. Поджог на 1%. 3. После боя одна из ячеек магазина без чемпионов Инферно загорается. В ней появляются чемпионы на ранах выше. 5. Загораются 2 ячейки магазина. 2% урона поджога. 7. Загораются 4 ячейки магазина. 3% от поджога. Короче, если ты ролишь, и в этом роле нету чемпионов Инферно, в ней будут 100% чемпионы, ну, на ранах выше. Это как я понял. То есть, условно, тебе герои 2 тира должны выпасть, но у тебя нет возможности 3 тира. Ну, это так, это чисто условно. У тебя только чемпионов 2 тира. И если ты собрал там Инферно 3, то одна ячейка 100% будет с чемпионом на ранг выше. То есть 3 тира. Уже слышу, а почему все время топ-6? А ну-ка, интересно. Но визуал, конечно, вообще весь древесный стиль. Но она и называется «Зачарованная чаща». Ну, поджог это прям, по-моему, очень сильно будет. Ты шо? Ты можешь... А, это Киндред, кстати. Вот это Киндред, походу. Не, поджог это сильная тема. Типа всем сраку поджечь, это очень сильно. Адаптация 2, 3, 4. Акали, Громп, Когмау, Мастерьи не дали. Кто вот эти вот 2 типа? Его даже с маленькой буквы написали. По-любому какая-то хрень. Вот этих типов я не знаю. Адаптация. Это один из наших классов, и он действительно крут.
Ведь у всех его бойцов есть версия умения с силой атаки и версия с силой умений, которые меняются в зависимости от того, какой показатель вы будете повышать за счет предметов. Эта особенность дает чемпиону силу атаки, либо силу умений, в зависимости от того, какой показатель выше. Ну, то есть, короче, это Ривен, только в синергии. Нидали имеет 4 ранг и лучше всех умеет адаптироваться с помощью сил атаки или сил умений. Дайте ей смертельную шляпу или другие предметы мага, и она заменит свои следующие 3 атаки метательными копьями, наносящими магический урон. Третья атака вместо этого поразит самого дальнего врага с наименьшим количеством предметов и нанесет еще больше урона. Дайте Нидали 1 или 2 меча. Извините. И она примет свой облик пумы для ближнего боя, позволяющий наносить удары, игнорируя броню. Каждый раз, когда она совершает убийство, она делает рывок к самой дальней цели в пределах 4 ячеек. Она убийца, так что выбирайте позицию осторожно. Когда в лобби видите Нидали с силой атаки. Логично, пожалуй, самое сильное. В 18 сезон в основном герои это деревья и пушистые друзья. Еще грибы забыл. И вот это мне очень понравилось. Не дали. Ну, это что-то очень интересное. О, это они круто сделали. Что будет? Что будет? Целая третья адаптация, а не Ривена, да? Да. Это очень сильно. Мне не дали, прям понравилось. Мне уже вот эта вот фраза понравилась еще больше. Игнорируя броню. То есть насрать, что у тебя там, сколько брони и тому подобное. А тебе будут просто бить по 0 брони. Кайф. Давайте посмотрим на реализацию. Вон, в виде собаки. Ну это ж не пума, это собака. Какое-то у них интересное значение пумы. А версию дальнего боя нам покажут? Дайте версию дальнего боя. Могли бы написать, типа, насрать, что у них там за броня. Ну, кстати, они могут. Ну, это прикольно, типа, вот, не дали мне, очень нравится это как герой. Блин, очень интересный сезон получается. Я уже почитал, как бы, большую часть, но мне очень нравится этот сезон. Иверн, зеленый отец. А синий отец будет? Иверн. Иверн. Один из моих любимчиков. Его единственная особенность — зеленый отец. Дает семена при применении умений и позволяет засеивать ячейки. Они показали, что бабочка и жаба с магическими предметами. Синий отец и что за хлеб? Иверн. Один из моих любимчиков. Его единственная особенность — зеленый отец. Дает семена при применении умений, позволяет засеивать ячейки. Применяйте достаточно умений, и вы сможете озеленить все поле, превратив его в лес, болото, каньон или водопад. Каждая ячейка по-своему усиливает находящихся на них бойцов. Давайте быстро разберем это виде ячеек. Ячейка дерева дает процент от максимального здоровья. Их можно найти в лесу, болоте и на горном склоне. Ячейки камней дают броню и сопротивление магии. Камни можно найти у водопада и у ручья. Или на горном склоне. Камни также предназначены для скалолазания. Чё? Ну, допустим. Водные ячейки дают восстановление маны. Водные ячейки встречаются в болотах, а также у водопада или ручья. Цветочные ячейки дают скорость атаки. Цветочные ячейки встречаются в лесу, у ручья, на горном склоне. Ячейки с грибами.
Мета-зеленый отец под грибами на мохнатом друге все засеивает семенами у ручья на поляне. Ой, это... Очень интересно, но ничего не понятно. Потом он превращается в синего отца и идет за хлеб. Вы что, больные? Что так сильно? Как понять, где мой отец? У Люка спроси. Он знает, где его отец. Ячейки с грибами дают увеличение урона. Их можно найти в лесу, болоте или водопадом. Я ни хрена не понял. Короче, вот это вот будет интересно, но нужно посмотреть это в реализации, потому что я еще особо механику не понял этого темы. Типа, оно рандомно дает семена, и ты типа в эти семена закидываешь героев, типа как бог Ясуо сейчас, и получаешь типа какой-то бонус. Бог Ива. Всегда будет последняя ячейка, которую вы заполните. И она всегда будет находиться в центре вашего поля. Бог Ива творит поистине невероятные вещи, но я не хочу раскрывать все секреты прямо сейчас. Иди ищи под грибами. Фуф. Умение Иверна накладывает на союзников щит, который усиливает урон и наносит немного урона. Ага. Если он применит умение 6 раз, его щиты начнут давать накапливающуюся скорость атаки. Лучшие сборки для Иверна позволяют максимально увеличить количество применений умений. 2 копья звездный клинок ярости, либо комбинация предметов на ману с адаптивным шлемом. Его щиты также могут наносить критические удары благодаря точности, так что драгоценная перчатка здесь тоже будет не лишней. Танки 5 ранга. Маукай и Тарик. Не знаю, кто такой Тарик. Мне кажется, он где-то с румынских отраслей, походу, находится. Или с армянских. Ну, что-то типа того. В ответ на нехватку передней линии среди легендарных чемпионов 5 ранга в наборе 17 мы добавили 2 мощных танков, которые отлично вписываются во многие композиции. Маукай — наш танк с большим запасом здоровья, который наносит больше урона по мере получения урона и постоянно бросает саженцы. И он действительно может выдерживать урон благодаря своей особенности «Старые леса», которая увеличит его максимальное здоровье по мере того, как враги падают вокруг него. Тарик может объединиться с союзником благодаря своей особенности «Изумрудная сущность». Когда Тарик или его союзник по паре впервые тратит больше половины здоровья, он высвобождает изумрудную энергию из обоих, накладывая щиты на союзника в радиусе 3 ячеек на 3 секунды. Его умение восстанавливает здоровье ему и его союзнику, а также дает ему усиление, позволяя нанести небольшой дополнительный магический урон в следующих 2 атаках. Сейчас посмотрим на реализацию. Ну так, связь, хорошо. Тарик похож на короля Лича какого-то из Варкрафта. Только молодая версия его, когда он еще не стал королем Личом. Уже не помню, кто он его. Блин, ну этот герой, который прыгает в задние ряды, мне очень нравится. Вот этот, из Инферно. Ну это обалдеть. Просто прыгнуть в задние ряды, поджечь всем задницу. Это будет ультра сильно. Что это за длинноногий энд?
В трудной ситуации некоторые из наших других чемпионов пятого ранга могут помочь в вашей передней линии. Будь то за счет дезориентации врага с помощью броска Мега-Гнара, учтите, что сначала ему нужно принять Мегаформу, или защитных ячеек от Иверна. У вас всегда есть выбор. Ага, знаем мы такой выбор. Выбор без выбора называется. Как бог рандома даст, так оно и будет. И там уже выбором даже не пахнет. Ну, интересный патч. Визуала тут, конечно, охренеть. Тарик, друг бати. Дрейвен, охотник за контрактами. Какой выбор? Бати не выбирают. Но в этом случае, походу, тебе дают выбрать батю. Ну, Дрейвен как остался, так и остался, судя по всему. Ну, как был, так и был. Махает своими топорами, я клинок Йинсу даешь ему, и он поехал. Еще и бабки даешь. Ну, прикольно. Еще и что-то лутаешь. Я уже хочу посмотреть на клиент на Unreal Engine. Это намного интереснее будет. Ну, это как по мне. Или что-то еще интересно. А, не, все, раунд закончился. Дрейвент. Это чемпион пятого ранга для тех, кто хочет поиграть с хаосом. Его атаки выбирают случайных врагов в радиусе действия и накладывают кровотечение с небольшим шансом нанести дополнительный урон и наложить 2 кровотечения вместо одного. Его умение обеспечивает большую стабильность. Он бросает 2 гигантских топора в противника с наибольшим количеством кровотечения, расходуя его заряды за кровотечение и мгновенно нанося оставшийся урон. Это отличный способ давить врагов, что поможет вам выполнить некоторые задания, которые вы получите. Кстати, давайте поговорим о его единственной особенности – охотник за контрактами. Благодаря особенности охотник за контрактами, при игре за Дрейвена вам предстоит выбрать одну из 3 наград. Более простые задания приносят скромные награды, а за сложные вы получите гораздо больше. Давайте посмотрим на доску розыска. Контракт, выплата, 50 атак, чемпион 5 ранга. Ни хрена себе! Скромная наградка. 8000 единиц урона за бой. Самый лучший меч. Не, ну, как? Ну ладно, 8000 урона еще можно нанести. Но 50 атак, по-моему, еще легче нанести, нежели 8000 урона. Могу, конечно, ошибаться. 5 применений, 2 чемпиона 4 ранга. 8 применений, 10 обновлений магазина. 40 тысяч единиц урона, 30 золота. Ну, 40 тысяч единиц урона довольно-таки сложно нанести. Либо игра, ну, типа, либо раунд уже закончится, и ты 40 тысяч единиц урона не нанесешь. Поэтому, мне кажется, эту награду надо как-то сделать больше. 12 тысяч единиц урона, 12 золота. Ну, такие себе награды. Самый высокий урон. 2 обновления магазина. Ну, в принципе, ок. 6 убийств, 7 золота. 15 убийств. 1 предмет. Выжить в 3 боях. 2 компонента. 14 участий в убийстве, 10 опыта. Обратите внимание, как и все приведенные значения и результаты, эти данные могут измениться по мере выхода ПБЕ и так далее. Будут топ-битвы. Зеленый батя против синего батя. Ну, интересно этот Дрейвен, но, как по мне, некоторые значения как бы занижены или, наоборот, завышены. Типа чемпиона 5 ранга полутать. Это ж вообще там слезы, а не контракт. Ну, визуал, конечно, полностью тут поменяется. Но в целом герои похожи из предыдущих сезонов. Поэтому люкс, аватар. К этому моменту вы наверняка заметили, что люкс появляется почти во всех наших разделах, посвященных фракциям. Это потому, что возвращается люкс из набора 2. Люкс — это аватар. Она появляется в вашем магазине, давая плюс 2 к фракции, которую она предоставляет. За каждую уникальную фракцию, которая у нее есть, лазер ее умения будет получать дополнительный эффект. Давайте посмотрим на него.
Терновый шип оглушает пораженные цели на секунду. Цветок. Первая пораженная цель дополнительно получает 18% урона. Ковен снижает броню и сопротивление магии пораженных целей на 20 до конца боя. Сильно. Духи леса. Применение умения дает всем союзникам 5% увеличения максимального здоровья до конца боя. Фея исцеляет союзника с наименьшим процентом здоровья на 18% от урона умения. Инферно восстанавливает 8 единиц маны при совершении добивания. Лунные накладывают эффект уязвимость. Увеличивает получаемый урон на 12%. Вот это сильно на 6 секунд. Это сильно. Первобытные. После применения умения владелец повышает скорость атаки на 60% на 6 секунд. Тоже сильно. Но... Ну, короче, сильно, но, как по мне, уязвимость сильнее. Солнечные. Ослабляет врагов, по которым нанесен удар, снижая наносимый ими урон на 12% в течение 6 секунд. Ну, приятно, но не так сильно, как вот это. 12% это все-таки, я думаю, сильно. Или 20 брони. Это сильно. Основываясь на первых отзывах, мы продолжаем дорабатывать некоторые уникальные правила свойства аватара. Для люкс в отношении его распределения, но пока на ПБЕ оно будет реализовано именно так. После покупки люкс другие игроки не смогут видеть вариант фракции люкс, который вы приобрели. И если вы захотите найти люкс с другой фракцией, вам потребуется продать текущую люкс, чтобы ее найти. Используйте люкс, чтобы добавить фракцию на ваше поле в поздней игре или стремитесь к вертикальному призматическому усилению. И на этой ноте хочу выразить призматическую благодарность за то, что играете, читаете и обсуждаете все, что связано с ТФТ. Ну, интересный герой этот люкс. Надеюсь, контент вам понравился, поэтому не забудьте поставить свой лайк и комментарий, что думаете по поводу этой игры. А если до сих пор на меня не подписались, то самое время это сделать. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.